Запад срочно запрашивает помощь. Зеленский отправляет военных за пределы страны. Нападение может начаться в любой момент. Венгерская делегация в Украине, но их никто не приглашал. Провокация Орбана? МИД делает официальное заявление. Россия начинает масштабную эвакуацию с ядерного объекта. Экстренные меры и реакция Кремля. Удар Ирана по Европе и заявление ЕС о победе России. Премьер страны говорит о прямой угрозе. Этого не должны допустить. США намекают еще одной стране быть готовой ко вторжению. Об этих и других самых главных событиях утро четверга, 12 марта. Спасибо, что вы с нами вместе. Отделяем важное от шума. Я, Алексей Бурлаков, это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. Венгры едут в Украину. Будапешт отправляет миссию для проверки состояния нефтепровода «Дружба». Миссия состоит из 4 венгров. К ней также присоединится представитель Словакии. Задача группы – провести фактическую оценку ситуации на месте и подготовить условия для возможного перезапуска трубопровода. Комиссия по установлению фактов состоит из 4 человек. Помимо меня, в нее входят специалист нефтяной отрасли, высокопоставленный государственный чиновник со знаниями в сфере международных отношений и аналитик энергетического рынка. Наша цель – создать условия для возобновления работы нефтепровода «Дружба». Кризис на Ближнем Востоке повысил ставки, поэтому венгерское правительство начало использовать стратегические резервы и ввело защищенные цены. Проблема только в том, что у делегации нет официального статуса, а значит, их не пустят просто так ни на какие важные объекты. В МИД Украины подтвердили, что так называемая венгерская делегация действительно прибыла. Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их делегацией. Прокачка по дружбе остановилась в январе, после чего между Будапештом и Киевом возник серьезный дипломатический конфликт. Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые продолжают импортировать российскую нефть. Обвиняют Украину в том, что она сознательно затягивает восстановление работы трубопровода после того, как инфраструктура была повреждена российским ударом беспилотника. В Еврокомиссии говорят, что понимают, чего добивается Венгрия, и что это, мягко говоря, неприемлемо. Факт в том, что у нас есть собственные источники энергии, возобновляемая энергетика и атомная энергия. Их цены за последние 10 дней не изменились. Тем не менее, в условиях нынешнего кризиса некоторые предлагают отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и более слабыми. Одна из сильнейших армий Европы и мира нуждается в поддержке ВСУ. Украинские военные будут обучать солдат Бундесвера отражать возможные атаки России. Германия договорилась с Киевом о привлечении украинских военных инструкторов к подготовке немецкой армии. В страну приедет небольшая группа украинских военных. Речь идет о двузначном количестве инструкторов. Они будут находиться там несколько недель и делиться опытом современной войны. Украинские военные должны будут обучить немецких солдат действиям в артиллерии, инженерных подразделениях, бронетанковых операциях, управлении войсками и использовании беспилотников. У нас высокие ожидания. Украинские военные пока являются единственными в мире, которые имеют опыт боевых действий против России. У нас нет времени, враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать каждую возможность для подготовки. По оценкам немецкой и западной разведок, Россия может быть готова к масштабному конфликту с НАТО уже в 2029 году. С 2022 года Германия активно обучала украинских военных работе с техникой, включая БМП «Мордор», танки «Леопард», гаубицы и системы ПВО. Теперь, по словам немецких генералов, украинцы возвращаются уже в роли инструкторов, что показывает равноправное партнерство в сфере безопасности. Тем временем украинские специалисты все чаще участвуют и в международных проектах. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что группа экспертов по беспилотникам отправлена на Ближний Восток для помощи в защите американских объектов. А Великобритания также рассматривает привлечение украинских специалистов для борьбы с иранскими дронами.
Новый забор от соседей. Одного мало, когда соседи слишком буйные. Польша начала строить новый барьер на границе с Белоруссией. В Подляском воеводстве вдоль технической дороги появится дополнительное заграждение высотой около 4 метров. Конструкция будет сделана из металлической сетки на столбах, усиленной стяжками. Сверху установят 2 ряда колючей проволоки, еще 2 непосредственно за самой конструкцией. Строительством занимается военное инженерное подразделение. Изначально забор планировали закончить к весне, но из-за очень холодной зимы работы пришлось отложить. За основным ограждением также установят 2-метровый барьер, чтобы защитить диких животных от травм. В июне 2022 года Польша уже перекрыла почти 190 километров границы с Белоруссией стальным забором высотой в 5 метров. Он оборудован колючей проволокой, датчиками движения и камерами наблюдения. Польские власти объясняют укрепление ростом попыток незаконного пересечения границы. По данным пограничной службы, с начала 2026 года зафиксированы десятки таких случаев, а только в марте 13. Иран назвал условия, при которых готов вернуться к переговорам с США. Тегеран выдвинул Вашингтону 3 требования после недавней войны на Ближнем Востоке. Первое, США должны дать гарантии, что больше не будут наносить удары по территории Ирана. Второе, это компенсация за ущерб от последних атак. Иран утверждает, что в результате ударов погибли около 1300 мирных жителей. Третье, признание права Ирана на полный ядерный топливный цикл на собственных объектах. Иранские власти заявляют, что не готовы обсуждать переговоры через посредников без реальных гарантий безопасности. Министр иностранных дел Аббас Аракчи отметил, что сейчас переговоры не стоят на повестке дня, но Тегеран может вернуться к диалогу, если эти условия будут выполнены. Президент Ирана при этом заявил, что страна заинтересована в деэскалации и не намерена использовать территории соседних государств для атак. Ваше мнение, хочу тут спросить. Вы верите в то, что эти требования хоть кто-то будет выполнять? Пишите в комментарии обязательно. Риторика европейских лидеров становится все жестче. Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие и ракеты, способные достичь Европы, говорит итальянский премьер. Мелони заявила, что сочетание ядерного потенциала и ракетных технологий Ирана может напрямую угрожать Италии и другим европейским странам. Надеюсь, всем в этом зале ясно, что мы не можем позволить режиму аятолл обладать ядерным оружием в сочетании с ракетными возможностями, которые в ближайшее время могут позволить наносить удары непосредственно по Италии и Европе. Тем более, что такой сценарий означал бы конец международной системы нераспространения и спровоцировал бы гонку ядерных вооружений с драматическими последствиями для глобальной безопасности. Итальянское правительство рассматривает возможность снижения акцизов на топливо, чтобы сдержать рост цен. Одновременно власти готовы повысить налоги для компаний, которые получают чрезмерную прибыль на фоне энергетического кризиса. С другой стороны, в Европе отмечают единственного победителя в войне на Ближнем Востоке, во всяком случае, на эту минуту. Пока что в этой войне есть только один победитель – Россия. Она последовательно подрывает позиции Украины, нарушая международное право. Она получает новые ресурсы для финансирования своей войны против Украины по мере роста цен на энергоносители. Она выигрывает от отвлечения военных возможностей, которые в противном случае могли бы быть направлены на поддержку Украины. Росатом начинает эвакуацию сотрудников из Ирана из-за ударов США и Израиля, но около 450 специалистов компании по-прежнему остаются на атомной электростанции в Бушере. Сегодня ночью у нас завершился очередной этап эвакуации наших работников, 150 человек. Несколько дней назад покинули станцию Бушер и ночью пересекли границу с Арменией, уже находятся на пути в нашу страну. Это второй этап, второй уровень эвакуации. Бушер – единственная действующая атомная электростанция Ирана. Ее построила Россия, и сейчас Росатом занимается строительством еще 2 энергоблоков. Работы на стройке временно приостановлены. По словам Лихачева, обстановка вокруг станции остается напряженной, но ни сама АЭС, ни строительная площадка пока не подвергались ударам. Существуют ли какие-то договоренности не наносить удары, неизвестно, но Москва заявляет, что готова участвовать в усилиях по стабилизации ситуации в регионе, говорят в Кремле. Эти все темы не обсуждались вчера во время телефонного разговора. И, конечно же, в наше время трудно говорить о степени достоверности этой информации. Является ли это какой-то правдивой информацией или информационным взбросом.
Тут определенная доля сомнения должна всегда присутствовать. Здесь я могу лишь сказать, что мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана. В последние дни Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров провели переговоры со своими иранскими коллегами. Кроме того, в понедельник Путин говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Ну а США продолжают пополнять список следующих целей. Прямо этим целям об этом и сообщают. В Белом доме не видят достаточного уровня сотрудничества со стороны богаты. Именно этим объясняется отсутствие Колумбии на встрече лидеров стран Латинской Америки, которая прошла на выходных во Флориде. Я не думаю, что мы пока видим от правительства Колумбии тот уровень сотрудничества, который нам хотелось бы видеть, чтобы пригласить их на мероприятие «Щит Америки» в рамках договоренности. Но мы, безусловно, надеемся, что эта новая организация будет расширяться и что мы сможем продолжать приглашать дополнительные страны-участницы. Левит сделала это заявление, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Колумбия не получила приглашение на мероприятие. Подробности того, в каких именно вопросах Вашингтон считает сотрудничество недостаточным, она не уточнила. В Москве и Санкт-Петербурге с начала марта фиксируются масштабные перебои мобильного интернета и связи. Больше всего жалоб поступает из Москвы, около 45%, и из Петербурга. По данным российских властей, ограничения связаны с угрозой атак беспилотников. Для безопасности в отдельных районах могут глушить сигналы мобильной связи и интернета. В Кремле заявили, что такие меры законны. Одновременно тестируется система так называемых белых списков сайтов. Даже при блокировках пользователям могут оставлять доступ к отдельным российским сервисам, например, госуслугам, ВКонтакте, Яндексу и Озон. Сбои наблюдаются не только в столицах, но и в регионах. В Петербурге 9 марта даже вводился режим угрозы атак дронов. Проблемы затрагивают и публичный Wi-Fi. Из-за сбоев СМС-авторизации подключиться к сетям часто невозможно. Операторы связи объясняют ситуацию внешними ограничениями и не называют сроки полного восстановления. При этом проводной домашний интернет пока работает стабильно, хотя эксперты не исключают, что ограничения могут расширяться. А для того, чтобы такие новости не могли на вас повлиять, мы разработали свой VPN, безопасный и надежный. А в прошлом выпуске сильнейший удар по флоту, уничтожены сразу 1,5 десятка кораблей. Президент уже называет сроки окончания операции. Зеленский показывает карты. Козырь все это время был в рукаве. Евросоюз подготовил планы победы и начал войну против друзей Кремля. В то время как Азия может уйти под воду. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.